Наш любимый магазин, Сашу и Чупи выгнали. Мы так подсели на Журик, нам так понравилось. Тебе тепло? Медведь. Ой, как писюкнул хорошо. Сашка выбрал себе вот такой стул. Вот этот белый, он под нашу квартиру будет идеально. Сашка будет делать коктейли. Чупи будет сидеть и наблюдать. Жизнь, мечта. От килограмма тефтели стоит 32 злотых. Я офигела. Чупи, у тебя сегодня 4 месяца. Чупи. Ребятки, давно не было нашей любимой рубрики «Распаковка продуктов». Всегда Да. из Лидла, почти всегда. Но мы чаще в Lidl все-таки ходим, потому что это, во-первых, наш любимый магазин, а во-вторых, нам удобно туда ходить. Да? Да. И туда пускают собакой. Ну, по крайней мере, в некоторые магазины не пускают. Меня сегодня выгнали. Я пытался сходить в Карфур. Да. Но нас Сашу и Чупи выгнали, поэтому мы подумали, что раз в Lidl ты нас не выгоняли еще ни разу, хотя видели нас все, просто это еще зависит от работника, я думаю. Да. Но нас не выгоняли, но если когда-нибудь выгонят, мы все равно еще придем, попытаем удачу еще разок. Короче, показываем, что купили. Так, тут у нас копчености. Угу. У нас Это... планируется суши, поэтому когда мы делаем суши, мы всегда берем копченую курочку. Потом, ребят, простите за звук, Чупи сходит с ума. Потом мы любим вот эту шинку. Она когда в Лиде продается, происходит, вы понимаете, что XL неделя, когда XXL неделя, то вот эта шинка продается. Она очень вкусная. За 250 грамм 12 злотых. Потом была скидка на крылышки. Я обязательно взяла. Потому что крылышки это очень вкусно в духовке. Лук, цибуля, она же, да. Я не знаю, мне нравится очищенную брать, но она там на злотый дороже, и подумала, удобнее-то мне этот лук. Он большой, удобнее. Морковка хорошая. Тоже. Морковку тоже. Это килограмм. За килограмм 3 с чем-то злотых. То есть немного. За килограмм вот такой цибули дороже на 4 там с чем-то. И 4 творожных сыра. Мы не ездили в наш магазин. Наш магазин это тот, который Сельгрос, да. Наш еще один любимый магазин. Но, к сожалению, мы туда не ездили, потому что некогда. Сыр, поэтому мы подумали, ладно, возьмем такой, да? Что делать? Попробуем. Потом наше мясо. Ребята, это вы знаете, мы завтракаем всегда без мяса никак. Без мяса никак. Потом на суши мы еще взяли. Ой, ребят, вот это такой вкусный перец. Он называется сладкая паприка, но я думаю, что он вроде как-то назывался испанский. Да. Типа испанский. Он очень сладкий, он прям офигенный. Он вкуснее, чем болгарский. Да, он тоньше, но намного слаще. Очень вкусный. За килограмм 19 злотых, не дешево. Не дешево, но... Он очень легкий. Да, он очень легкий, можно брать. И 2 вот таких огурчика уже грунтовые. Типа с пылу с жару. Потом Журик. Ребят, мы так подсели на Журик, нам так понравилось, что мы теперь берем. Раз в пару недель делаем. Почему бы нет? Потом мой любимый соус, о котором я уже говорила, рассказывала в видео. Это я уже взяла на запас. Потому что он сезонный. И, кстати, хочу опять поймать спаржу. Это сложно. Это сложно, потому что мы идем в Lidl вечером, а вечером, к сожалению, все разбирают. И смотрите, что я взяла. Айс кофе вот такое. Фраппучино. Фраппе. Айс фраппе. Не знаю, короче. Или фраппе. Нужен милк еще. Плюс милк и ready to drink. Мой английский классный. Короче, и я хочу попробовать. Потому что я люблю всякие кофе 3 в 1, 2 в 1. Думаю, мне понравится. И на подарок кое-кому мы взяли вот такую классную шоколадку. Она чизкейк клубничный. Да это выглядит настолько вкусно, что я не удержалась. Я подумала, на подарок будет очень классно. Да? Это все. Колбаса. И, ребята, краковская колбаса. И вот эта покупка у меня на 99 злотых составила. Представляете? Круто. Да, ровно уложилась в соточку. Мы сейчас вышли прогуляться и хотели показать, как мы выходим на улицу.
Как мы, точнее, ну, он уже магазин. прогулялся, а мы конкретно идем в магазин. Там, значит, он в такой сумке, мы вам показывали, и Сашка его застегнул, чтобы он не вылазил вообще. Привет. Ну и плюс для тепла. Медведь. Тебе тепло? Медведь. Чупи. Ты подумал, что ты звал. Чупи. Все, сонная барабашка. Короче, вот так мы и ходим, ребят. Сейчас мы идем в Aldi магазин. Надеюсь, нас пустят. В Aldi мы еще никогда не были. В Карифуре один раз Сашка попытался пройти, с Чупи его не пустили. Ну, поэтому мы... Ну, только в Лидле у нас Да. проблем не было пока. Поэтому мы, наверное, не пойдем. Нам еще в Карифур нужно, поэтому мы, скорее всего, не, ну, как бы разделимся, да. А в Aldi попробуем. Если пустят, то как бы и считается мы удачники. А сейчас мы идем. Нам еще идти, короче, минут 10 с Чупи. 20 минут, это все 40 закладывает, потому что он обнюхивает каждый столб. Потому что там вкусно кто-то написюнькал, и он от удовольствия сам писюнькает. Он нюхает какой-нибудь столб и такой: ой, как вкусно, Для как него вкусно. обычно уже хватает только на пару капель. Да. Он уже, знаете, пару капель, но надо выдавить, типа: ой, как писюкнул хорошо, как понюхал хорошо. Такой ржачный, ребят. Ой, и на улице, как вы понимаете, погодный очень. Мы думаем, что будет дождь. Ну, мы хотели бы, чтобы этого не было, но вероятность такая есть. Все, потом покажем, что купили. И расскажем, пустили нас в Aldi или нет. Ребята, удалось. Просто вот так. Зашли, спокойно нас видели. И даже на кассе мы рассчитывались вместе с Чупи. Никто ничего не говорил. В Пепко тоже я ходила, никто ничего не говорил. Очень часто я куда-то хожу, никто ничего не говорит. Но если на входе охранники, то им это не нравится. И они, конечно, начинают что-то говорить. Но если охранников нет, большинство своем все спокойно пускают. Так что у нас Чупи молодец. Сидел спокойно практически. Ну, так иногда вырывался. Ну, это такие, знаете, мелочи. Главное, чтобы собака не гавкала. Ну и так, да, собака. Главное, чтобы ты не гавкала. И он вот так вот сидит спокойно. Сашка его поглаживает, и у него такая мантра: хорошо, хорошо, медведю. Все, идем дальше, в следующий магазин, но туда нас точно не пустят. Там охранник на входе. Вечерние бесы. Все? Всего лишь 3 круга? Чупи! Ха-ха-ха. Жу. Чупи! Все, как дышит, тяжело. Ребята, привет! Сашка, привет, говори. Да. Да, ребят, это значит привет на польском. Короче, мы приехали, как вы понимаете, в Икею. Тут Леруа Мерлен, но нам надо конкретно Икея. Мы приехали, естественно, с нашим пуделем. Ему сегодня, кстати, 4 месяца, но у нас в Икее очень важные покупки. Нам надо купить пару вещей и плюс проверить. Саша нашел себе стул новый. Короче, долго стоим, потом больше расскажем. Jak tego kwiatka, bo jeszcze się zatruje. Сейчас нас остановили, потому что сказали, что наш пудель отравится, потому что ест траву. Но наш пудель уже весь огород съел. Блин, все, ребят, короче, мы в Икее. Ребят, добежали. Такой дождь. Офигеть. Просто ливень. Жесть, такой ветер. Вот наш пудель. Короче, мы с ним приехали в магазин. Ну а что, везде с нами. Куда мы, туда и наш пудель. Мы зашли в Икею, а на входе нас встречает вот такая милая собака. Класс. Чупи, тебе нравится? Кстати, нас пустили с собакой. Ой, это дождь, ребята, дождь. Нас пустили с собакой и даже видели, никто ничего не сказал. Но мы, прежде чем поехать, почитали, что с маленькими собаками можно. Вот с такими маленькими. Нам нужна вот такая дополнительная коробка. Ну, что у нас есть 3, но я хотела точно такую, потому что, ну, чтобы не выделялась по стилю. Короче, мы взяли еще вот одну такую. Стоит 16,99. У нас вот эта, которая дрона. Мы сюда пришли по-быстрому пройтись, потому что вот эта маленькая мордочка, она особо долго сидеть не хочет. Поэтому мы по-шустренькому, ребятки.
Ну, на самом деле ничего не поменялось с тех времен, когда мы тут были, я не знаю, когда мы сюда приехали летом. Вот, все то же самое, мне кажется. Да? Я думала, ассортимент поменяется, но ничего не Ну, поменялось, тут да? редко что-то новое. К сожалению. Сашка выбрал себе вот такой стул. Я уже говорила, что мы будем менять. Ну, называется Маркус. 600 злотых. Ну как, удобно? Да. Удобно. А чупать удобно? Очень удобно, говорит. Короче, классный. Потому что тот старый Сашин стул, он уже все просто ужасно. Он просидел, там, знаете, невозможно сидеть. Вот этот поролон внизу, он просто уже невозможно на нем сидеть. Он там уже нету поролона, просел. Тут на самом деле очень много всяких стульев офисных. И Сашка все себе еще выбирает. Ну, тот, который за 500, мне еще вот этот понравился, Сашка. Надо на нем посидеть. А этот маленький, нет? Это для Чупи. Еще мне нравится вот этот белый, он под нашу квартиру будет идеально, но... Чупи, вылазь. Но он из такой искусственной кожи, мне кажется, она треснет. Но там регулируется... Покажи, как подлокотники регулируются. Вот, подлокотники. Ну, прикольно. Ну. И подголовник. Но мы пока за тот, вот, что показывали Марина или кто он там. Круто. Ну, Сашка нашел еще какую-то регулировку внизу. Кстати, на механизмы, на этот вот стул 10 лет, Саша сказал, да? 10 лет? да. Ну, понятно, Гарантия. что на ткани нет, но Ну да. механизм... И что оно дает? Вот, чтобы легче... Прикольно. Вообще Ну, это роскошно. если для легких, для тяжелых можно подкрутить, чтобы более... О, мне нравится. Хорошие. Слушай, нормально стоит еще 600. По сравнению вот с таким, вот, посмотрите. Вот этот стул, он стоит 700. Вот этот стоит 628. Вот это я уже показала. Не, ну то классное кресло. Вот как раз и гарантия, то, что мы говорили, на 10 лет. Ребята, ну вот это, знаете, идем и увидели кухню мечты. Посмотрите, какой огромный остров. Для съемок какого-то... Кулинарного шоу? Да. Сашка говорит, это для съемок кулинарного шоу. Ну, блин, очень красиво. И еще и холодильник моей мечты. Большой такой. Чтобы там все мои вкусняшки помещались. Такие классные лампы. Пожалуйста, это остров. Представляете? Огромный остров. Это ж сколько всего можно вместить. При нажатии открывается, нет? Вот. О, вау! Классно, Сашка? Вот, смотрите, стол из массива. Шейкер. Сашка будет делать коктейли. Чупи будет сидеть и наблюдать. Жизнь, мечта. Остаемся. Посмотрите, какой стол, какой массивный. И стульки. Сашка, давай останемся. Класс. Просто класс. Обожаю. Лазить по Икее, там что-нибудь будет. Я так и знала. Красивые бокалы. Ну, красота. Ты бы остался на такой кухне? Да. Вот. Блин, класс. Плита. Где тут нажимать? Куда? Вот. Вот это удобно для крышек. У нас нет только крышек. Ну, классно. Все, дальше идем. Хотим взять вот этот джем и хотим взять тефтели икеевские, которые, покупают замороженные. Вот, и вот такой джем. Виночо 39. Надо попробовать обязательно. Мы тут еще хотим вот такие вот крышки. Они типа универсальный размер. Вот такая вот резинка. Натянуть можно на что угодно. Тут даже нарисовано. Типа даже на огурец, на какой-то, на стакан или на какой-нибудь фруктик. И разочарование, знаете, в чем? Что вот эти 3 крышечки стоят почти 20 злотых. Это очень дорого. Скажи, Саш? Очень. Мы вот еще думаем про организацию. У нас Чупи описал наш коврик. Вот. А это, если даже он секнет сюда, мы можем вытереть. И мы подумали, что надо взять вот такой лоток и поставить нашу обувь. Очень классно. И мне нравится. У нас в Минске такая была. Очень было удобно.
Короче, возьмем вот такую. И еще мы взяли вот таких 4 за 4,50 злотых. Это очень удобно, поставить сюда обувь, организовать. И она будет там одно на одном, и коробки все выкинем, потому что все хранить в коробках это просто трэш. Они все разного размера, это как тетрис, а так будет удобно. Еще взяли вот эти вот тефтели килограмм. Вы не представляете, вот килограмм эти тефтели стоит 32 злотых. Я офигела просто. И, соответственно, эту подливку, и будет все как в Икее. Блин, так прикольно. Но за тефтели 32 злотых. Ну, может, в принципе, как Саша сказала, за килограмм мяса. От 20 злотых. Ну да, любого, поэтому нормально. А там все-таки там уже как бы тефтель уже что-то это готовое. готовое блюдо. Ну, поэтому, наверное, нормально. Но все равно меня удивило. Я не рассчитывала на 32. Быстренько пробежимся, покажу, что мы купили. И так, как я и говорила, вот эта коробка там для хранения. Ну, мне там нужно упорядочить пару полок. И я хочу, чтобы они... Все было упорядочено, короче. И освободить за одно место. Это у меня такой план. Потом, это мы спонтанно взяли. Такие коробки для хранения обуви. Это очень хорошая вещь. Но стоит, ребята, 50 злотых. Ну, не знаю. Но она многоразовая. Ну, как бы я думаю, что это будет хорошо. Мы, короче, решили взять. Шторы. У нас уже такие есть. Но они, получается, на пол окна. А мы хотим доклеить, чтобы было... Короче, дальше закрывала, до конца закрывала. Картошку, ну, в Икее картошка не продается. Но это просто я вот выставила. Замороженное пюре там продается. Но мы решили все-таки взять нормальный картофель. Потом, ребят, это тефтели. Можно было, конечно, пойти сходить, покушать в заведение, но с чупи. И мне кажется, приготовим будет тоже вкусно. Потом мы взяли вот такой соус. Ой, мне кажется, это даже будет вкусно и без тефтелек. Ой, не соус, а джем. Потом мы взяли простынь. Вот такая на резинке. Нам очень нравится. Это очень удобно. У нас есть одна. И одна больше, чем наша кровать. Ну, это не очень удобно. Поэтому мы решили взять. И, короче, она стоит 70 злотых, да? 70 злотых. И самая такая покупка важная. Вот эти вот резиновые крышки. Она как бы классная, важная, но такая дорогая. Ну, за 3 вот этих пипирки, блин, 20 злотых. Ну вот и все. Короче, ребята, и в сумме получилось аж 230 злотых. Вот так вот всего по чуть-чуть. Ну, на самом деле, немного же мы всего взяли. Ну, там по чуть-чуть, там 70, там 50, там туды, там сюды. И все, короче. И вот тебе на 230... Чупи так устал, ребята. 230 злотых нет. Еще даже подушки нет, да? Да, это без подушек. Мы еще хотели подушки взять. Но у нас просто не... Я как представила, что еще подушки тянуть. Короче, а Чупи, он молодец. Он все выдержал. Выдержал, не гавкнул ни разу. Кстати, нас пустили во все магазины. К нам даже подошла работница Икеи. В Икее. И сказала, какой сладушка, який сладкий хлопец. И было так приятно. Ну, вообще никто ничего не говорил. Говорили только приятные слова. Ну, потому что, когда видишь Чупи, невозможно его выгнать с магазина. Я думаю, что просто у нас Чупи такой сладенький. Короче, нас везде пускали, никуда не выгоняли. И вместе он с нами ходит. Собака-компаньон. Конечно, ему сложно очень долго сидеть в сумке. Это правда. Но он не гавкает, ничего. Он просто, ну, дает понять. То есть, там, не может усидеть на одном месте. Там, лапы вытягивает, пытается вылезти. Но все это в спокойном варианте проходит. Но он дает понять. Ну, мы его, конечно, доставали, давали ему ходить на своих лапах, когда выходили на улицу. Ну, вот такие дела, ребятки. Будет он уже спать, а то я разговариваю, мешаю ему спать. Он не спал сегодня, получается, весь день. Потому что он только проснулся утром, пошли погулять. Я, кстати, сегодня экзамен сдала. Вот еще экзамен сегодня сдавала. Ну, все нормально, короче, сдала. Ничего страшного, просто тест был, написали и пошли. Вот весь экзамен. Чупи! Чупи! А знаешь, какой сегодня день? Чупи! У тебя сегодня 4 месяца! Чупи! А у кого сегодня день рождения? С днем рождения, симпатулька, с днем рождения, бусинка моя. Ой, удачи и сожаления
пусть стороною обходит тебя. Чупи, держи. Чупи, Ну, держи какая большая вкусняху. палка. Чупи! Давай, прыгай, прыгай. Чупи, молодец. Ой, что там вкусно? О, она свою любимую игрушку. Чупи, мы тебя так любим. Ладно, не будем мешать ему. Решили взять ему вот такую палку, вот такую. Тут накручено, ну, вы понимаете, отобрать. Всё, уже нельзя Да. отнимать. Тут мясо утки, она сказала, или что? Или грудка утки, что-то такое там, вяленое. Я бы сама такое съела. А вот это вот белое, это жила какая-то. Но она сказала, съедобно все. Мгм. Ой, я думаю, это сейчас на день, ребят. Все, приятного аппетита. Но С 4 с месяцами. 4 месяцами. А, Не понял. Он еще первый раз такое ест. Ну, не знаю, понравится ему. Ну, мне кажется, как-то может не понравится. Да. Ну, поиграется и поест. Надолго зато. Надолго, да. А в это время мы с Сашкой решили с вами попрощаться. Кстати, у нас, посмотрите, как холодно. Я в кофте. У нас вообще погода Испортилось просто отвратительно. Я Да, пью постоянно дожди. горячий чай или кофе и это в кофте. А Сашка вот так вот в майке ходит. Вот так вот в маечке. Ему никогда не холодно. Бывает. Ну, я думаю, сейчас всем холодно. Сейчас везде холод. Да вообще Собаки. бывает 10 градусов, дожди, Да. отстой. Так что все, счастливо, ребятки. До скорых встреч в новом видео. Пока-пока. Пока-пока-пока.